самостоятельно буду делать желатиновую пластину. Мои постоянные зрители, я думаю, уже знают, какой это интересный способ печати. У меня был ролик на эту тему, ссылка будет внизу в описании под этим видео. И в прошлом видео я показывала, что я придумывала делать из таких отпечатков в плане дальнейшего шитья. Так что многие из нас уже знают какой-то интересный, увлекательный способ печати и вообще способ творчества. Вот. Но также многие знают, что эти пластины в России не продаются, и поэтому в комментариях зрители делятся своими собственными рецептами приготовления этих пластин. Они немного различаются, но это естественно, потому что, наверное, точные пропорции знают только изготовители в Америке, но думаю, что они с нами своими коммерческими секретами делиться не будут. Поэтому будем просто пробовать. Какие-то опыты у нас будут неудачные, потом постепенно мы придем к нужному соотношению. Я уже один раз пробовала это делать. Первый раз, естественно, блин комом. Второй раз более-менее кое-что получилось. Сегодня я попробую такое сочетание. Опять же, на основе советов моих зрителей и на основе того, что я видела в западном YouTube. Я возьму 50 грамм желатина, 5 пакетиков по 10 грамм. И 2 аптечных пузырька глицерина. Глицерин нужен для того, чтобы желатин потом не затвердевал, чтобы пластина сохраняла вот такую мягкость, эластичность. И западные мастерицы советуют добавлять еще в качестве антисептика немного алкоголя, чтобы потом пластина просто не испортилась, поскольку она на органической основе. Ну, я думаю, что можно попробовать добавить и хлоргексидин, и мироместин. Опять же, будем пробовать. Ну, приступим. Высыпала все 5 пакетиков вместе. И попробую на соотношение 50 грамм желатина, пол-литра воды. Холодной. Ставлю на плиту. И насыпаю, постоянно помешивая. Уже видно, что желатин хорошо постепенно густеет. Вот. И сейчас же добавлю глицерин. Мешаем постоянно. Сюда же добавляю хлоргексидин. Не знаю сколько, на глазок. Ну, хватит, я думаю. И теперь самое главное, некоторые советуют довести до кипения, но желатин нельзя доводить до кипения. Вот он уже достаточно нагрелся, вполне горячий. Сейчас еще совсем чуть-чуть и выключаю. До кипения не доводим. Вот у нас появилась такая пенка, сверху пузырьки. Я думаю, что достаточно. Так, сейчас передвину камеру. Вот у меня кухонный поднос. И сейчас сюда я это все перелью. Вот так. Теперь
ждем немного, когда он начнет загустевать. Сейчас покажу, как вот эту пенку сверху убрать. Может быть, это можно делать каким-нибудь перышком, но перышка у меня нет. Я буду это делать просто бумажным полотенцем. Вот так. В принципе, ничего страшного, но пузырьки, они могут создать неровность на нашей будущей пластине. Поэтому лучше от них мы избавимся заранее. Вот таким вот образом. Чтобы жидкость осталась максимально прозрачной. Ну и так далее. Не буду вас утомлять долгим процессом. Вот раствор стал уже намного прозрачней. Еще теперь вот эту пенку уберу со стенок. Будет потом легче отделять от подноса. Вот так. Вот уже почти совсем прозрачный. Пузырьки практически все сняла. Пенку тоже. Теперь остается только ждать, чтобы остыла и загустела. И теперь, когда раствор уже немножечко начинает остывать и загустевать, осторожненько ставим его в холодильник. Вот, достала из холодильника спустя пару часов, но на самом деле она затвердела и раньше, я просто другими делами занималась. Идеальная поверхность, просто без единого пузырька, без пенки. Но вот сейчас главное аккуратно отделить, чтобы она не порвалась. Волнуюсь. Надо взять что-нибудь. Сначала думала ножик, нет, наверное, лопаточку пошире что-то. Самое главное подцепить уголок. Ой, какая прелесть. Ой, как хорошо получилось. Чудо. Прозрачное. И довольно плотненькое. Ой-ой-ой. Кусочек отрывается. Ой, сглазила. Вот тут. Вот то, что порвалось, в общем-то, конечно, нехорошо, но и не страшно, потому что чем самодельная пластина хороша, тем, что можно ее порвать на куски, заново положить в кастрюльку и заново сварить. После того, как пластина у меня порвалась, я решила ее снова разогреть и перелить вот уже в такую форму. Она поменьше, и пластина получается более плотной. Вот, но вот видите, тут ямочка. Это вот тоже нельзя сделать. Я специально решила это записать, чтобы вы имели в виду. Это я попробовала пальцем, когда она еще не застыла как следует. И мне сейчас придется опять переделывать. Но плюс тефлоновой пластины в том, что очень хорошо отделяется. Так что советую вот такие формы для запекания использовать. Вот, видите, насколько она стала толще? И, естественно, прочнее. Но теперь вот из-за этой ямочки я... Сейчас вот так камеру пододвину. Сейчас я ее буду снова переделывать. Она моментально разогревается, и это все очень быстро и просто. Вот прям вот так кладу. Можно порвать, можно просто положить. Вот. И это буквально займет 5 минут. Сейчас я вам покажу все. Смотрите, как быстро тает. Прошло буквально 1,5 минуты. Вот остались еще такие куски. Сейчас и они растворятся. И как только это все
совсем растает, я сразу перелью обратно, не буду сильно нагревать. И раствор в этом случае уже получается совсем прозрачный. Все растворилось, размешалось. Я переливаю. Вот эту пену также уберем бумажкой, когда чуть-чуть остынет, в холодильник. Достала из холодильника, естественно, не из морозилки, из холодильника. Ну вот, немножко пенка на поверхности, это не страшно. Главное, чтобы поверхность была ровная. Главное, чтобы не было пузырьков, потому что пузырьки выступают, и это будет иметь значение при отпечатках. А эта пенка ничего страшного. Вот опять повторяю, что легко отделяется от тефлона. Вот буквально только подцепила, и вот готово. Очень мне нравится эта пластина. Прямо едва удерживаюсь, чтобы не побежать печатать. Да, и еще последний совет. Я использовала 5 пакетиков по 10 грамм, то есть 50 грамм желатина, на пол-литра воды. В общем, меня устраивает такая консистенция этой пластины, но я думаю, что для того, чтобы она уж точно была попрочнее и поплотнее, можно еще парочку-тройку пакетиков побольше, то есть, ну, 70, 80, может быть, даже 100 грамм. Я этого не пробовала, но советую вам попробовать. В конце концов, опыт приходит только в процессе работы. И еще хочу сказать, чем эти пластины даже лучше, чем покупные. Эти пластины очень хорошо сохраняют влагу, они гибкие, и на них отпечатки получаются гораздо лучше. Я уж не говорю о возможных каких-то самодельных приспособлениях типа оргстекла там, или стекла, или просто толстого пластика. Вот такие пластины просто вне конкуренции. Так что, повторяю, желаю вам успеха. Сама тоже вот-вот пойду печатать. Пока, до встречи, спасибо за внимание.